А, Расскажите о себе и что произошло, и вот про эти 72 часа, которые... Я скажу. 2 числа мы были предупреждены, что нас собираются разогнать. Ну вот, люди, которые приходят на поле общаться здесь, мы знаем примерно друг друга в лицо. На митинги, допустим, мы приходим. Вот нам сказали, что нас будут полностью сравнять с землей. И для этого приедет куча народа. И мы это знали. Но мы думали, что если соберутся люди, простые люди, бабушки, дедушки, тетки, как я, то тогда они не будут делать ничего. Поэтому кто мог, пришел на поле. Здесь был концерт, воины-афганцы давали концерт. Вот я сама видела, женщина, она шла мимо, у нее был мальчик такой 10, лет 12, и второй поменьше. Они проходили мимо, остались смотреть концерт. Мы там группировались и рассуждали, что делать, как мы спасемся, что будет. Потом нам сказали, что в центре уже идут бои. Мы начали собирать деньги на медикаменты, на что-то, потому что перевязывать. И потом шел концерт, слушали люди, общались, а потом сказали, они подходят, бегите все, хватайте медикаменты, мы там за сценой паковали бинты, ну все, что было. Мы побежали все в здание. Вот эта женщина, она побежала с нами. И, кстати, вот они сгорели вот здесь, в этом здании, с 2 детьми. Она просто гуляла. И все женщины, все спрятались здесь, и старики, потому что здесь никого не осталось. Наши все ребята, которые были такие более... Здание профсоюза, да? Они убежали туда по центру спасать тоже, потому что нас били там. Они все убежали, остались вот одни тут, кто мог. Ну, кто не мог уже пойти, одни женщины. Вот мы остались, и нам сказали, что вас все равно здесь, вы бегите, спасайте здесь. И вот кто где разбежался. Я лично вот бегала, разносила вот эти кулечки с медикаментами по всем этажам, чтобы, если что-то, перевязывать тут раненых. Кто там остался внизу, охранялся вход, не охранялся, мы не знали. То есть я не знала, я бегала. И потом я думала, еще разнеси воду и бинты, чтобы, если говорят, будут бросать вот эти вот дымовые, чтобы люди могли дышать. Вот. И после этого вот тут все бегут и кричат, 2 этажа уже заняты. И там убивают, наших людей убивают. Все, кто стали бежать наверх, потом пожар, дым, мы уже в дыму, вот сюда хорошо, здесь была лестница. Значит, мы сюда забежали уже в дыму, мы не видели, куда мы идем, ничего, вот мы шли вот так вот на эту лестницу, кто мог заползли здесь, потом час мы еще отдышались, забаррикадировались. Потому что мы не знали, мы знали, что нас никто не придет спасать, никто. Вот мы тут сидим вот был молодой парень, который пришел первый раз, он 1 мая нас как бы увидел, вот он был с Ильичевска, он тут вот сидел и мерз. И говорил, я пришел вот в Ильичевске, давно слышал про Куликовое поле. Пришел посмотреть после 1 мая нашей демонстрации, он пришел посмотреть, он оказался здесь с нами на крыше, сидел тоже здесь. Потом, ну и мы здесь вот все сидели. Нас приходили, потом уговаривали. Первые 2 мальчика, которые спустились, и сказали, мы создадим коридор, и уходите отсюда. Они ушли, только 2 самых молодых мальчика. Они ушли, и мы смотрели, их вон там вели, создали коридор, и сквозь этот коридор их так били. И мы после этого сказали, мы никуда не уйдем, мы будем тут сидеть. Ну вот наша потом нас уговаривали, 4 или 5 раз к нам приходили, уговаривали нас, но мы сказали, ну, кто хотел, кто верил, что вот нас действительно... А сколько вас здесь было? Нас было сначала около 50, последних ушло 13 человек. А женщин сколько из 50? Женщин было из 50, по-моему, 12. Одна женщина у нас вон там, она поскользнулась, вывихнула ногу, у нее была вывихнута вот эта сахарная кость. И хорошо был врач, среди наших ребят был врач, у него был обезболивающий, мы здесь оказали помощь, он связался со своими, вызвали скорую. Я даже не знаю ее судьбу, но мы ее дотащили вот оттуда, со сломанной ногой, на одной ноге, дотащили вот сюда, спустили лестницу, и договорились, кто там стоял, милиция, я не знаю, но мы договорились, что ее в скорую вывезут. Мы надеемся, что ее вывезли, потому что дальше я не знаю. Вот мы ее спустили. Потом несколько мужчин спустилось, потом уже спустились женщины. Ну, потому что вот нас приходили периодически, последних. А потом куда вас всех? Всех увезли в милицию, кроме этой женщины, которые ушли первые. Они говорили, когда они сидели в этом автозаке, а вот эти все беснующиеся что били. Вот наша машина уезжала последняя, 3:30. Нам
пока тут стояли, нам еще мы приехали с проколотыми шинами туда, оказывается, с проколотыми колесами, нам прокололи колеса. И нас загрузили 12 человек в одну половину, 11 в другую, те, которые раньше. Это они сидели, ждали еще 2 часа в этом заке, пока нас тут уговаривали. И мы уже вот, ну, полчетвертого где-то последние спустились, и нас всех увезли в милицию. Об условиях нахождения там. Скажите, тут были одесситы вот эти вот? Все, нас тут спрашивали, вот здесь. Не, я не говорю не по вас, а те, которые из греческой. Те, которые из греческой. Какие одесситы? Вы знаете, что привезли 2 состава. Об этом же хвастался, вот же Это мне под сказали в видом этих интернете. болельщиков Да, под привезли, видом да, болельщиков 2 состава приехал. И мы видели сами в 2 часа ночи, как они тут орали. И приехало еще 2 автобуса. И они вышли, уже тут все были мертвые, и мы вот тут сидели. Остальные были мертвые внизу. Еще 2 автобуса. Так они еще потом вон туда пошли, потом нам сказали, еще там Я громили. видел на этом, что вы... Я прошу прощения, чуть-чуть потише. И милицию еще нас 2 привезли. слова о нахождении. Мы привезли милицию, там уже было все забито нашими. То есть все вот кто вот отсюда, их туда всех завезли. Они стояли все в коридорах, коридоры заполнены. Мы вот оттуда, все задохнув, все грязные, все в саже, ничего. Вот нас в коридоры высадили, и мы сидели. Где-то днем более-менее начали нами заниматься, потом... То есть только аж днем, это где-то только во сколько? днем, Это ну, я где-то не около знаю, 12? Где-то после 12 нами начали заниматься. Кормили? Нам передавали люди с улицы пакеты, и вот мы там резали там бутерброды, женщины кормили всех, а до этого мы сидели, воду нам передали. Мы ничего, вот я лично, ни воды, ничего, ни чая. Медпомощь. Медпомощь оказывали. Когда мы приехали, уже был врач, я видела, он ходил, и было много перевязанных. То есть те, которые оттуда, снизу, они все были побиты. Мы были не побиты, потому что мы были здесь. А там я видела, да, оказывали. Потом еще приходил врач, еще спрашивал там, кому... Был врач, который спрашивал, кому плохо. И что инкриминирует? Нам, я не знаю, инкриминируют... Значит, массовые заворушения, ну, ну, там 4-5 статей, вот мальчики с протоколами выходили, им 4-5 статей. Вот и убийства там, и вот эти заворушения, в общем, я не знаю, 208-я там я... О, кстати, не, я его не покажу, эти номера статей, да. Вот, ну, кучу статей людям, которые спаслись. А я лично в милиции сказала уже, знаете, вот так, я говорю, знаете, что я жалею, что я слезла, потому что нам сказали, вас сейчас зажгут здесь, вон там стоит что-то, и они говорят, вот здесь стоит, уже заготовлено, мы держим последнюю оборону. Вот если мы сейчас уйдем, а мы уйдем, вас просто сейчас подожгут, и вы сгорите. Мы стояли, мы тут советовали, сгореть или спуститься, потому что мы знали, что нас заберут в милицию по-любому. Что вы можете сказать всей Одессе и вообще всему миру? Я могу сказать всей Одессе. Вот сейчас разгромили нас. Они почувствовали кровь и безнаказанность. Они, вот эти люди, вот эти ультрасы, вот эти нанятые люди, эти нелюди, они не остановятся. Вы думаете, что? Вот они им ничего не будет. Они убивали милиционеров, жгли. Они ранили милиционеров. Ничего им не будет ни за что. Значит, они что, остановятся? Вы думаете, вот эту массу людей, 5000 бешеных человек, кто может их удержать? Там были только ультрасы или... Кто там были внизу, я не знаю, но то, что они здесь орали всю ночь, а что именно орали? Одесса наша, ура! Одесса, это Украина орали. То есть слава Украине, националистические, вот эти националистические лозунги все орали. Они же были тут вот эти, я видела вот эти, ну как, вылазили оттуда чуть-чуть, это же темно было. И их было море везде, просто море их было везде. И они не, я уверена, что как вы остановите, как вы думаете, эту массу можно остановить и управлять? Никто не может. Кто даст гарантии, что дальше? Если даже милиция не может их, они могут любое отделение милиции захватить, если захотят. Да они не могут их остановить. Спасибо большое. Потому что нас все время еще охраняли, боялись, что не захватят и нас там добьют. Извините, что пришлось возле СУМа стоит 5000. Вот так, вот заставить это вас вспомнить о тяжелом. Да я еще это не усвоила, вспоминать я буду потом. Я еще сама это не осознала. Спасибо вам большое. Одесситы, Одесская область. Спросили, есть да, ли ну, нас, русские? да, когда уже вот сюда сразу, когда первый раз пришли, сказали, у вас кто-то хоть есть один там местный, кто-то есть местный, спросили нас. Мы сказали, у нас все местные. Вот тут были девочки 4-е, 5-е поколение одесситы, все были здесь. Все, вот мальчик был из Ильичевска, я говорю, первый раз его видела. Все, либо Одесса, вот Одесская область, вот все отсюда. Одесская область, они тут живут, снимают квартиру, работают, прописаны в Одесской области, да. Вот все были. И нас... Нет, мы же были тут все. Я тут много раз. Ленточку я взяла, чтобы записать везде. Я